Как убедиться в том, что вы покупаете бриллиант, соответствующий сертификату? Риск обмана при покупке дорогих предметов существует всегда, а при покупке предметов, в которых покупатель не разбирается, риск еще больше. Что же можно сделать? Если вы дошли уже до опасения, что бриллиант не будет соответствовать сертификату, это уже много шагов вперед по сравнению с людьми, которые покупают драгоценные, как им сказали, камни на пляже отеля, в прибрежной лавочке среди козырьков от солнца, у людей, которые представились специалистами по инвестициям, или у даже внешне жуликоватого человека, который из-под полы показывает вам что-то, говорит, что он только что украл это в магазине или у своей бабушки и продает за цену нескольких хороших обедов в ресторане. Вы уже на много шагов вперед. Тем не менее, что нужно делать? Бдительность нужна, но не нужно впадать в паранойю. Очень маловероятно, что в обычном магазине вам дадут либо поддельный сертификат ЖИА, ШРД или ЖИИ, или дадут синтетический, например, бриллиант и сертификат от нормального. Потому что это преступление. Далеко не все на это так легко идут. В магазине делают гораздо проще. В магазине продают бриллианты без сертификатов. Просто есть бирка, просто есть ценник. Тем более говорят, что бирка содержит все необходимые документы. Либо дают сертификат во многих местах. Вот такую прелесть. Посмотрите, сертификат гарантии. Тут даже и цена указана. А почему не гарантия сертификата? Вы знаете, такие камни покупают каждый день десятки тысяч людей. Но вы хотите проверить, что камень соответствует сертификату. Для начала ориентируйтесь на здравый смысл. Предположим, вам продает человек, который, как я, говорит, что он и гемолог, и ювелир, и директор биржи, и у него собственные шахты алмазные. А имя у этого человека есть? А у него есть документ о том, что он гемолог? Потому что, может быть, он самый честный человек, но его кто-то обманул. Вот ребят, которые привозят шоперов из Дубая или Милана сумки и украшения, очень легко обмануть. Они не специалисты. Итак, вы проверили, что он гемолог? А кто выдал ему диплом? Это какое-то учебное учреждение или научное учреждение, или это какое-то ООО? А имя и фамилия у него такие же в телефоне уже много времени, потому что ко мне обращаются с номера телефона в Телеграме, где указано, что имя и фотографии были изменены, например, 4 дня назад. Надо ли доверять таким людям? Итак, разобрались, человек существует. А он давно этим занимается. У него есть публикации, у него есть выступления. Про него что-то известно, кроме того, что у него есть диплом. Ориентируйтесь еще на опыт. Еще раз повторяю, не потому, что он обязательно жулик, а потому, что его могли обмануть. Вообще при покупке драгоценностей нужно ориентироваться и на свое чутье. Если почему-то вам кажется, что я не верю этому человеку, переплатите в Cartier или Граф, получите очень дорого, но получите натуральный драгоценный камень. А если вы чувствуете, что человеку можно доверять, то что можно сделать? Самое простое – это зайти на сайт лаборатории, выдавшей этот сертификат, и проверить, что под тем же номером, который указан в сертификате, а
этот номер указан в сертификате уже, например, вот 2 раза наверху и специальной строкой, где указано награвировано, под этим номером описывается такой же камень, как в сертификате, положенном перед вами. Проверили? Совпадает? Хорошо. Теперь следующая процедура. Можно сверить номер, который многие лаборатории гравируют вот здесь на гридле, разделяющем верхнюю часть, корону, то, что видно, и павильон. Этот номер будет соответствовать тому, что есть в сертификате. Можно увидеть этот номер? Да, можно. Существуют лупы, причем, я бы сказал, лучше использовать не 10-кратную обычную лупу, а 20-кратную. Существуют вот такие насадки. Можно взять учебный микроскоп. Все, что сможете, но обязательно потренируйтесь, потому что увидеть этот номер непросто. Если вы не увидели номер, а в сертификате он есть, то, пожалуйста, обратитесь в любую гемологическую лабораторию. Они есть в достаточно крупных городах. Они проведут платную услугу, сравнят камень и его сертификат. Им можно доверять. Это должна быть гемологическая лаборатория. Что делать, если по той или иной причине вам сложно обратиться в эту лабораторию? Что можно сделать самостоятельно? Да, можно посмотреть в лупу и сравнить включение с тем, что описано в сертификате. Поверьте, если вы не профессионал, то в камне, где указан абсолютно чистый или чистота ВВС, вы не должны увидеть ничего. Если указана чистота ВС, должны с трудом что-то увидеть. Если указана частота SI или пике, включение вы увидите легко. Но даже если это частота пике или inclusion, что одно и то же в разных сертификатах разных лабораторий, эти включения не должны занимать 15% или половину всей площади камня. Не верьте, если с одной стороны в сертификате указано, что это частота ВВС, а вы явно что-то видите. Не надувайтесь от гордости, когда льстивый продавец будет уверять, что у вас просто очень острые глаза, вам бы работать гемологом надо. Нет, вам дают сертификат от одного камня, а камень другой, как вы и боялись. Если с другой стороны вам показалось, что вы ничего не видите, а частота указана SI, это нехорошо. Все-таки дойдите до гемологической лаборатории. Обращение в гемологическую лабораторию стоит недорого. 100, максимум $200. А каратник нормальный в России редко продают меньше, чем за $10 тысяч. Вы хотите рисковать? Нет. Обратитесь в гемологическую лабораторию, если вы не уверены в себе.